А мы с Адиком отправляемся куда? Папе. За папой. Папа приехал наш, уже освободился, и мы едем за ним. И по пути хотим заехать, уже когда его заберут, так как мы все равно проезжаем мимо, в Лешно, посмотреть, как проходит стройка, на каком этапе сейчас находится строительство нашего дома, который мы собираемся покупать. Поэтому все вам покажу. Ну что, почти 2 часа пути уже за плечами проехала. Вот уже приехала за Владом. Скажу, знаете, меня поймут, наверное, только жены дальнобойщиков, моряков и всех мужей, кто уезжает в рейс надолго. Когда приезжает Влад, вот как только я его вижу, я сразу такое ощущение, как будто мне лет 5. Мне сразу ничего не хочется решать. Я могу сидеть не за рулем, а на пассажирском сидении в машине. Мне не надо пробивать дорогу, решать какие-то вопросы. Я такая максимально расслабленная. У меня сейчас будет, получается, чуть-чуть больше, чем неделя отдыха и перерыва, и, можно сказать, отпуска. Потом Влад уедет, и я опять, знаете, в таком напряженном состоянии, потому что надо много что контролировать. И то Влад умудряется, находясь на работе, помогать мне контролировать какие-то вопросы, напоминать мне, например, что у детей контрольная, или там, что надо в школу что-то принести, сдать, и какие-то вытечки, в общем, по поводу детей. Вот, так что, слава богу, Влад приехал. Это такой самый счастливый, наверное, день для нас всех в нашей семье. Когда Влад уезжает, самый грустный. А кто это у нас тут? Тебя с кофе встречаю уже. Кофе. Привет, красотка. Спасибо. Привет, привет, Спасибо. заяц. Привет. Привет. Привет, привет. Ты прямо как знал, что я кофе хочу, да? Ну. Я еду, думаю, надо заехать на заправку за Ты кофе. снимаешь. И Влад мне пишет, говорит, заедь сразу на заправку. Я говорю, ты мысли мои читаешь. Вот сумки Влада Привет, здесь. Привет, 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 привет. Кто это? Привет, кто это? Кто это тут? Кто это? Кто улыбается? Давай бусю. Скучала по папе? Обнимай крепко-крепко. Сильно скучал. Вот так обнимаю папу. Ади очень сильно Привет. всегда скучает за папой. Привет. По мой папе. сладкий котик. Первый день от него не отлепляется просто, как тебя приставучка такая. Привет. Ну что, дождалась папу? Сейчас Да. все вот эти сумки, видите, сколько вещей, будем закидывать в багажник. Я 3 такие сумки оставил здесь. То Да? есть должно было быть А, 3. еще Мы же больше. потом едем Да. вместе с коллегой. Какая погода сегодня теплая? Наверное, плюс... Так, машина показывает плюс 9, но по ощущениям как будто плюс На солнце 13, просто плюс 15. очень тепло, наверное, Очень 15 тепло. градусов. Я утром проснулся в 6 утра, было здесь минус Да. 2. Но здесь поле как бы, Да. поэтому чуть холоднее. А сейчас Влад в майке, а я, видите, в свитере. Вот, едем в Лешно. Посмотрим. Домой. Домой, да. Влад не видел, это я так мимо проезжала в прошлый раз. Остановилась на минуту, буквально там работников было много. И так остановилась, сняла на телефон, даже камеру с собой тогда не брала. И тогда еще такая погода была, дождь моросил, холодно, ветер, то я как бы даже и не шла туда близко, не смотрела. А сейчас поедем с Владом, посмотрим со стороны, заедем еще, может быть, с другой стороны, посмотрим со стороны огрудок, как все смотрится, поближе к домикам, которые уже покрасили, да, со стороны костела можно заехать. Я ж не видел, я ж не Да, знаю. посмотрим, дошли ли до нашего домика, начали ли его красить, может, там все уже покрасили. И так хотя бы будем примерно понимать, сколько нам еще времени ждать окончания стройки, потому что мы не можем получить документы на подписание от девелопера, пока не закончится строительство. Вот. Так мы хотя бы примерно будем знать, сколько нам еще ждать, чтобы начинать процесс подачи документов в банк. Потому что это такое ожидание, наверное, самое ужасное чувство, да? Когда ждешь, Не знаешь, ждешь, да, ждешь, не ждешь. знаешь, тем более мы же не уверены, что нам дадут на 100%. Банки запрашивают и потом еще могут 3 месяца просить еще добавь, а как у вас, а как, а где. Да. Поэтому такое ожидание
Хочется уже знать, либо да, Стабильности либо нет, хочется, да, да. уже конкретный, Понимаете. четкий ответ. Адриана сзади. Папа, папа, Адриана, папа, Адриана. папа. А, что? Папочка. Что, папа? Что? Я папа. Когда на улице тепло, Да. одеваете на куртку и свитер. Почему мы одеваем куртку, свитер, когда на улице тепло? Да. Потому что утром было холодно, а сейчас тепло. Адриана столько вопросов Представляешь? стала задавать. Почему я говорю, что наша планета Земля круглая? Она говорит, как круглая? Ну, она же не круглая. Вот мы едем по дороге. Она не понимает такие моменты, но задает вопросы. Я скажу, многие взрослые до сих пор думают, что она плоская, поэтому ничего. Да, про солнце спрашивает. Когда закат, например, она говорит, солнышко спать идет, да. Я говорю, вот солнышко идет спать. Она думает, что солнышко ложится там где-то на землю и спит. Ну, то есть она не понимает, что как бы солнце не приземляется на нашу землю. Она думает, что где-то там за горизонтом солнце ложится. Я сразу себя вспоминаю. Я маленькая тоже так думала, что Все где-то там маленькие солнышко такие. ложится и спит, да, а потом просыпается. И так интересно наблюдать, она такая интересная, столько вопросов задает на разные темы, и думаешь, как же ей ответить правильно. И я, кстати, на днях, пока едем, расскажу, засунула палец левой руки указательный в блендер. Чисто случайно я делала сырники, и, получается, блендером творог перемалывала. И я выключила блендер и засунула туда палец, потому что творог как бы примялся, застрял, чтобы подчистить его. И а другой рукой я просто держала блендер. И получается, блендер такой погружной у нас. И случайно палец мой нажал кнопку, видно, дотронулся. И у меня, получается, блендер промолол палец, у меня уже звезды в глазах засверкали. Я прижала резко полотенцем, боялась даже посмотреть. Кровь текла, что капец просто. И никого дома нет, детям показывать не хочу. Мне надо, чтобы кто-то помог мне перевязать. В общем, как-то сама себе перевязала. Да просто хорошо, что ты не вставила туда полностью руку и не разрубила Вот, этот это палец уже вообще. зажило. Это какой-то Вот. кошмар Вот, из фильмов смотрите. ужаса. Это все утром еще происходило. Не совсем фокусирует, но вот 2 пореза, получается, глубоких, аж до ногтя. Но уже зажило. Учитывая, что вот здесь, видите, шрам у меня вот так вот идет. Это я когда-то еще в Беларуси жила, порезала сильно палец, и вот он, шрам остался. И здесь я не чувствую палец, нет чувствительности. И теперь у меня с этой стороны порезы. Вот, смотри. Жесть. Это такое ощущение, как будто, знаешь, как карандаши точат вот сюда, и вот ты вот Да. с двух сторон. Ужас, просто ужас, Жень. Это какой-то ужас кошмарный. Ну. Хорошо, что с Хорошо, что фалангу не отрубила. Не отрубила себе его, да, блендером. Но. Я не знаю, как по-польски блендер, наверное, не переведется. Это Не знаю, но я сразу блендер пишу, фирма. я сразу Владу пишу, говорю, Влад, нет, сняла видео, отправляю ему, он не смотрит, я ему звоню, говорю, быстро видео, посмотри, быстро, он смотрит, а в видео я снимаю, и я не знаю просто, что делать, мне же страшно посмотреть, и кровь течет, как только я отпускаю руку. И спрашиваю его, что мне надо зашивать, не надо зашивать, чтобы я знала. А это в воскресенье. У нас, как обычно, если что-то случается, то в воскресенье. Чтобы я знала, мне ехать в СОР зашивать или нет. Ну, Влад сказал, что обойдется. Ну, вот, но шрам останется точно. Короче, у меня покромсанный палец уже со всех сторон будет. Ну, ты ж наложила туда лангету такую специальную. Да, чтобы держалась но всё равно, потому что хорошо, иначе что будет палец большой. левой руки, да? Потому что я им ничего не чувствую. Вот даже сейчас я вот там, где вот я порезала, я не ощущаю ничего. Ну, как бы неприятное такое. Знаете, ощущение, как будто суперклей на палец налили, и вот ты потом трогаешь вот эту засохшую корочку, когда суперклей, если налить на палец, и ты не чувствуешь ничего. Вот такое ощущение. Ты нерв перерезала, поэтому Ну да. тебе не больно. Вот но так. та часть не чувствуется. Поэтому не суйте пальцы в блендер. Влад сказал, переедем в Лешно, в новую квартиру. Блендер покупать новый не будем. Ну что, мы приехали. Оказывается, они покрасили полностью все дома. Все сделали. Все квартиры, да. Пойдем поближе посмотрим. Девелопер говорил, что сейчас они вот закончат и будут уже устанавливать помпу Чапу. Помпу Чеплу. И уже получается все, конец. Ну идем поближе глянем.
С задней стороны, где огрудки, тоже все покрашено. Сейчас посмотрим поближе. Видишь, какие Посмотрите, завита будет на красивые ролеты, получается, на первом этаже. А поближе посмотрю. входе. Вот этот Видите, наш, какая... если я не ошибаюсь. Ну, они так аккуратно покрасили все. Видите, просто вообще. Аккуратно, да? Мгм. Прикольно. Ну, что, вон розетки стоят. Последний раз не было их еще. Было, но даже не везде. Были, но Да? не везде, да. Уже поставили даже выключателем. Выключатель, да, кстати. Видите, уже поставили. Значит, внутри, Ну, наверное, розетка тоже будет уже. полностью. Розетки внутри тоже Да, должны быть, это- они или входят в это будет стоимость. звоночек, может быть, вполне. А может быть свет, не знаю. А свет они здесь поставят или это уже каждый Нет, сам? я думаю, что это ставишь уже каждый сам. Прикольно, конечно. Задняя часть не вся покрашена. Ну и вот уже поставили эти перегородки. И их уже заштукатурили. Красиво так вообще. Наш где-то посередине домик. И у нас на участке будет береза расти, которую нам нельзя будет вырубать, либо брать разрешение, походу, на вырубку. Ну вот видите, какое расстояние между этими огрудками. Широкие огрудки у нас. Широкие и длинные. Они аж вот туда будут уходить. Прикольно. В каждом доме какие-то инструменты, если посмотреть, есть. Похоже, вот этот наш. Вот этот, думаешь, Ну, наш? что деревья Что-то были. такое, да. Но деревья большие, конечно, блин. Я думал, меньше. Надо будет брать разрешение, Ну, чтобы их такие большие. вырубить. Большие очень. Ну, смотри, какой широкий, да? Грудки широкие. Тут реально можно и стол, диванчик поставить. Что там? Ничего, смотрю. Диван, может, поставили уже. Кто живет. Дива. Комната. Но розетки еще не выставили здесь. Разве розетки будут? Я не помню. Да, розетки Будут? будут входить. Ну, Мгм. это супер вообще. Не успела я заснять, как ты выскочила, напугала папу. Что вкусненькое приготовила? Да? Да. Молодец. А мы в Бедронку заехали, и у нас продукты тут, спереди машине. там. Да. У нас просто все в продуктах. А Дима в школе еще? Еще в школе. Ага. А это ты вот сними всем, как ты меня не было, вот сюда наступала. А потом вот это как? Это я Расскажи мне. там пыталась велик Димин запихнуть. Да, Сама. ну это ужас, Сама. это ужас, Это что когда такое? ты без Ну, мужа, ты и за мужа, и за жену дома нельзя, должна вот быть. это что? Ну я вымою. Смотрите, как мы обычно закупаемся. Молоко сразу 12, а то бывает и 24, покупаем 2 такие коробки. Макароны целая коробка. Вот у нас этого хватает, но вот такой упаковки молока нам хватает где-то на, не знаю, на чуть больше недели. Моего? Посмотри, что Милана приготовила. Они не сгорели. Сама. Они не сгорели. Это какао. Они не Это сгорели. к моему приезду? Правда? Спасибо большое. Спасибо. Это какао? Да, это какао. А можно я сейчас Это попробую? они не сгорели, это А у меня какао. руки немножко грязные. Вот так Это можно? слоеное тесто с яблоками, да? Да. Мгм. Корзинки такие. Я тебе сейчас дам. Вкусно? Ага. Пойдешь? Милаша у нас готовит вообще пироги сама, уже молодец. Самостоятельный ребенок. Умница моя. Любит такие всякие вкусняшки Ты молодец, готовить. спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я очень обожаю такие печеньки. А какие сырники она тебе, скажи, на работу А блины, приготовила, да? сырники. Блинчики делает, сырники делает, оладушки делает, панкейки, Очень вкусные. шарлотку сама делает Просто вообще. Я даже не девочка. встаю, не помогаю, все Да. сама делает. Молодец. Молодец, спасибо тебе большое. Дима, привет! Дима наш пришел со школы, наконец-то! Дима, я ездила, папу так и не встретила. Страшно испугался? Привет! Давай 5. Привет, как в школе? Нормально. Нормально? Ты забыл, что ли, что папа должен дома уже быть? Забыл? Ты просто прикольная. А мы специально тебя ждали.
Папа хотел... О, прикольно, она светится, да? Да, это Прикольно, Димин новый прикольно. рюкзак. Ну, нравится? Тот разорвался. Да? Да. Ну, прикольно. Прикольно, класс, прикольно. Привет, привет, как ты? Ну что там? Каждому получила Адриаша свой сникерс, Спасибо, и свой. Шима еще. Мы детям сникерсы не покупаем обычно. Пожалуйста, Спасибо. пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, кушай на здоровье, пожалуйста. Мы как раз к стоматологу ходим, зубы Да, лечим сейчас. да. Поэтому можно сникерсы, да? Блин. Дети делают папе массаж, напали на папу. Ой, Женька, спасибо, что родила, реально. 3 деда, как круто, ну. Милана ходит ногами, Дима тянет, вытягивает позвоночник. Ну, сам массажирую. Адриана массажером там, Ой, папу круто. тоже массажирует. Хорошо? Офигенно Папа просто. приезжает и такой, у папы кайф такой. Ну. Мечтатель набойщика. Обалденно. Не, давай сейчас поменяемся, давай. Сейчас. А я так не смогу, наверное. Ну, просто давай. Можешь тоже походить немного? Папа говорит, Давай я побежу. Влад говорит, делайте со мной что хотите. Хоть до следующего понедельника, вообще без проблем. А ну теперь я сегодня. Да, можно, Обалденно. давай, наступай. Дима, блин, там крепенький тянет. Вот, Это я. А, это и ты? топай, А топай. Димон сверху. Вот напишите в комментариях, кто еще так делает, таким способом массаж, чтобы дети ходили по спине. Очень А тебе круто. помогать сыну. Все позвонки прохрустываются. Ногу не отпусти. Дима, так от души скажи, могу папу полупасить, Папа да? запомнил на 3 недели просто. Смотрите, чем занимаются ребята. Дима, покажись. А Ой, какой ты красивый, Дима. Чем папа развлекает детей. Да. На самом деле мы приехали домой, увидели, что Адриана себя плохо чувствует, померили температуру, а у нее 39. А у нас закончился ибуфен. Так дети поехали на велике в магазин, быстро купили ибуфен. У нее глазки болят. Болят глазки, зайка. Все, давай я глазки так. Боже мой, посмотрите. Снеговик. Дима Снеговик. Но мы уже дали ибуфен Адриане, и ей уже легче, температура падает, не знаю. И как назло, впереди выходные. Так что в поликлинику пойти не получится. Вот так. Бум. Ты этот, как его? Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакала, Я называется. вызываю тебя на дуэль. Не пугай соседей. А ты же подумай, что соседи со странностями. Покажи свою Короче, суперсилу. кто будет с нами жить по соседству в Лешно, тем очень повезет. Им скучно не будет с нами. На, тебе побольше поменьше. Ну что, Хомячка решили достать. достали хомячка. Сыр даешь? На, хомячок не будешь? Только Не что кушал. голодный? Только что кушал Всё. хомячок. Будешь, нет? Наш хомяк. Хомячок. Чуть-чуть побегать. Побегать хочет? Ты будешь хомячок сыр? Не будешь. Не Не будет. нравится ему Не почему-то этот хочет. сыр. Надо другой скорее. Короче, звонит мне телефон, а это, оказывается, Влад заказал Там и милашки, да. на 10 вечера суши. Должен был быть сюрприз. Ну, просто... Это мы просто сегодня промолвились, дети, давайте суши дома сделаем. И Влад, да? Поэтому ты решил да, заказать? я заказал, я не ждал. О, красивенькие. Будем на ночь суши кушать? Ого! Класс! Ну так что у нас смеш Это большая. чтоб наесться. А это что такое? Это 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 соевый соус, васаби. да. Классные. Ого! я вот эти забыла. Хорошо. Класс! Спасибо большое! Это всякие штуки. Вот этих штучек ставят не жалея всегда. Да? Я думала, Класс! Все Милашка, будем сейчас возьму, пожалуйста. кушать! У нас уже наступило утро. Адриана себя чувствует уже намного лучше. Ночью температура не поднималась. Вот. Ну а я буду с вами прощаться до следующего влога. Скоро увидимся с вами. Всем пока-пока.